В феврале 2020 года мультфильму исполняется 11 лет. Именно столько, сколько было самой Каролине во время событий мультфильма. И за 11 лет произведение не то что не потеряло своей популярности, а даже наоборот, набрало неимоверное количество фанатов по всему миру и стало одним из лучших произведений в жанре стоп-моушен. И одной из главных причин этому было то, что создатели действительно вложили душу в создание мультфильма. На весь процесс производства потребовалось около 4 лет, и это без учета ранних набросков, которые главный режиссер Генри Селик и автор оригинальной книги Нил Гейман делали еще за много лет до начала создания мультфильма. Как я и сказал, Каролина в стране кошмаров сделана через стоп-моушен. По сути, умирающий тип анимации. Для тех, кто не знает, что это, сейчас объясню. Предположим, у вас есть кукла. Вы ставите ее на определенную позицию, затем фотографируете, после чего двигаете эту куклу совсем чуть-чуть вперед и фоткаете опять. И так до конца всей сцены. Таким образом, появляется иллюзия движения. Людей, которые работали над проектом, по праву можно назвать безумцами. Ведь они пустили просто невероятнейшее количество сил на создание мульта. Вместо того, чтобы сделать его через компьютерную графику, они решили создать стоп-моушен произведение. И, конечно же, на это настоял главный режиссер Генри Селик, который всей душой любил этот тип анимации. Изначально картина должна была стать лайв-экшн фильмом, но Генри считал иначе. Все, что вы видите в мультфильме, было сделано вручную. Каждый листик на дереве, каждая травинка, каждая перчатка или ручка, задние планы и сам дом. Все это дело рук прекрасных дизайнеров и просто любящих свою работу киноделов. И сегодня мы окунемся в весь этот мир. Мир одного из лучших стоп-моушен фильмов в истории. Мир, который объединил более 400 талантливых людей для достижения одной большой цели. Мир, который стал родным для миллионов зрителей по всему миру. Как создавалась Каролина в стране кошмаров? Уникальной Каролину делает, во-первых, первоисточник произведения, коим является книга, а во-вторых, тип анимации. И если про первое я говорил в своем прошлом видео, ссылку на которое вы найдете в описании, то насчет второго нам еще предстоит поговорить в данном ролике. Стоп-моушен — это древнейший тип анимации, который использовали более 100 лет назад. Первые произведения с данным типом анимации впервые начали появляться в начале 20-го столетия, и наибольшую известность ему придал наш земляк Александр Старевич. Именно он впервые начал использовать покадровую анимацию для создания полноценных произведений с куклами. Первые его картины назывались вот так. Там Старевич использовал чучело жуков. Общественность была в восторге. Люди не понимали, как режиссер создает подобные картины. Они считали, что он надрессировал жуков и снял их на камеру. Дальше стоп-моушен стал неотъемлемой частью кинематографа. Многие легендарные сцены культовых произведений начали снимать именно через покадровую анимацию. Через время начали появляться мультфильмы, сделанные полностью через стоп-моушен. Одним из самых известных стала «Ночь перед Рождеством», режиссером которого был, кстати, Генри Селик, режиссер Каролины. Со временем компьютерная анимация начала замещать стоп-моушен, так как это было гораздо легче, дешевле и так далее. Поэтому подобные мультфильмы стали редким блюдом на столах зрителей. Мультфильм «Каролина в стране кошмаров» же произвел невероятный фурор. Он объединил покадровую анимацию и компьютерную графику. Да, почти все, что вы видите в мульте, было сделано вручную, но картина не обошлась без зеленого экрана и прочих компьютерных махинаций. Например, «Дети-призраки» были сделаны полностью на компьютере. Но именно это и позволило этому мультфильму выжать максимум из всего и стать таким, каким мы знаем его сейчас. И мы позволили ей пришить пуговицу. В начале видео я сказал, что создатели Каролины безумцы. Все потому, что процесс создания такого рода мультфильма в 21 веке почти никак не отличается от того, что было, скажем, 100 лет назад. Все происходит практически так же, как это делал еще Старевич. Каждая декорация создается руками людей. Каждая маленькая ниточка шьется отдельным человеком. Каждая рука создается и полируется десятками дизайнеров. Чтобы вы понимали, насколько это долго и сложно, то вот вам цифры. На создание мультфильма ушло более 50 месяцев, 20 из которых были потрачены на сам процесс съемки. У создателей был свой павильон в штате Орегон, где они практически жили на протяжении 20 месяцев. Около 400 человек работали над этим. Для всех них это в какой-то степени стало вторым домом. Эти люди были действительно вовлечены в процесс. Более 1,5 года шел процесс съемки, а это означает, что каждые 90 секунд фильма снимались ребятами на протяжении целой недели, из-за чего начались некоторые проблемы. Например, проблема Дакоты Фаннинг. Дело в том, что в начале создания мультфильма ей было где-то 11-12 лет, но под конец ей было уже 13-14. Ее голос, соответственно, изменился также. Ей пришлось имитировать свой детский голос, чтобы записанный звук в начале мультфильма не отличался от звука под конец мультфильма.
Одной из важнейших и, вероятно, революционных вещей, которые позволили Каролине стать уникальной, стало то, что для анимации лиц героев было создано около 15 тысяч сменных пластин. По факту, 15 тысяч сменных лиц. Таким образом, анимация выходила очень плавной, а с помощью компьютерной постобработки картинка становилась еще более привлекательной для зрительского глаза. Все эти лица печатались на 3D принтерах. Таким образом, печатные станки практически всегда работали без каких-либо остановок на протяжении 18 месяцев. И благодаря этому было создано около 208 тысяч выражений на лицах персонажей, и все вручную. Тебе понравилось, дорогая? Еще как! Они ринулись вниз, выхватили меня из кресла! Если же говорить непосредственно про кукол героев произведения, то каждая из них обладала своей собственной уникальностью. Лицо Каролины и еще нескольких главных героев заменялось чуть ниже лба, чтобы не было необходимости менять голову целиком, как это делали в «Кошмаре перед Рождеством». Кукла Мисс Пинк, например, была сделана из такого материала, которое очень легко приобретало любую форму, так что не нужно было менять ни лица, ни саму голову. Погадай, деточка, чаинки откроют мне твое будущее. Из такого же материала было сделано и множество вещей Каролины, например, знаменитый желтый комбинезон дождя. Волосы же Каролины были обмазаны специальным клеем, так чтобы им можно было менять форму как угодно. Также удивляет, как сильно создатели постарались над мелочами. Например, вода в ванной, которая вылилась прямо на голову Каролины, была создана из пластика. И на каждый кадр была создана отдельная фигурка воды. Также для создания крошечных вязаных вещей был нанят отдельный человек. Им стала Альтея Кроун. По ее словам, она является единственным человеком в мире, который шьет миниатюрные рукавички, свитера и прочее. Просто взгляните, как это выглядит со стороны. И представьте, насколько это кропотливая работа. Помимо этой технической составляющей, мультфильм не был бы таким атмосферным без французского композитора Брюно Кюле, который частенько использовал очень необычные инструменты для создания саундтреков к мультфильму, например, Waterphone. Кстати говоря, я уверен в том, что многим казалось во время просмотра, что саундтреки на заднем фоне поются на французском языке. И, глядя на национальность композитора картины, вроде бы не остается сомнений. Но на самом деле, все эти песни поются на несуществующем языке, на словесной белиберде. И вероятно, из-за того, что эту белиберду придумал француз, она неким образом отдает французским языком. Также отдельного упоминания заслуживает операторская работа. Ведь «Каролина в стране кошмаров» стала первым кукольным мультфильмом, снятым в формате 3D. Для создания такого эффекта оператору приходилось дважды снимать каждую сцену. Сперва с одного ракурса, а затем камера передвигалась на пару сантиметров в сторону и делался второй кадр. Таким образом, получилось придать картинке выпуклость. Ты пришла как раз к ужину, моя девочка. Сотни и сотни деталей, которые мы видим на протяжении всей картины, были созданы людьми. Все фоны были спроектированы специальными креаторами. А на роль главного дизайнера позвали Тадахиро Уэсуги, всемирно известного японского иллюстратора и аниматора. Именно он придал мультфильму такую мрачную визуальную атмосферу. «Каролина в стране кошмаров» — это дело рук гигантского количества людей, титанического количества потраченной энергии и просто любви к своему делу. Изучать процесс съемки так же интересно, как и смотреть сам мультфильм. Это действительно невероятно, как студийные боссы все еще выделяют деньги на подобную анимацию. Она крайне сложна в реализации. И по правде, хороших картин, сделанных через стоп-моушен, можно чуть ли не сосчитать пальцами. Не сказать, чтобы я был фанатом покадровой анимации, но глядя на работу, которую проделала команда Каролины, я лишь восхищаюсь. Я восхищаюсь рискованностью и любви к своему делу Генри Селика, его таланту аниматора и создателя. Это видео в большой степени дань уважения тем ребятам, которые дали жизнь обычным бездушным куклам, которые, несмотря на всю комплексность и сложность создания такого рода картины, все же взялись за производство, что в итоге позволило нам лицезреть, возможно, лучшее стоп-моушен произведение в истории. А на этом мы сегодня закончим, ребят. Большое спасибо за просмотр данного ролика. Вполне возможно, я где-то ошибся, поэтому если заметили какую-то оплошность, то дайте знать мне об этом в комментариях. Также мне интересно, что вы скажете про данный формат видео, где я рассказываю про процесс создания какого-либо мультфильма. Обязательно напишите, что думаете, стоит ли продолжать это или нет. Ну и конечно, если хотите, чтобы я продолжил, то поддержите всячески данный ролик. Ну там лайк поставьте и так далее, вы и сами все знаете. Ладно, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр, еще увидимся.